раскрывая тайны древних городов, которые старше пирамид. Представьте себе мир, где великие пирамиды Гизы – лишь поздняя страница в летописи человечества. Под холмами, равнинами и песчаными дюнами скрываются города и святилища, возведенные за тысячи лет до первых фараонов. Эти места – не просто археологические находки, они заставляют нас переосмыслить истоки цивилизации. Сегодня мы отправимся в путешествие по древнейшим городам и храмам, которые переворачивают наше представление о прошлом. Это не просто рассказ о камнях и руинах, это размышление о человеческом духе, о нашем стремлении к общности, вере и созиданию. Погрузитесь с нами в эту историю, которая тянется через тысячелетия, и, возможно, вы почувствуете связь с предками, чьи мечты и труды до сих пор эхом звучат в нас. Начнем с Турции, с холма Гёбекли-Тепе, древнейшего известного храмового комплекса, построенного около 9600 году до нашей эры. Он старше пирамид на 7000 лет, и его открытие стало настоящим потрясением для археологов. Представьте, массивные Т-образные колонны из известняка, каждая весом до 20 тонн, высеченные и установлены людьми, которые еще не знали земледелия, не имели постоянных поселений и металлических орудий. На колоннах вырезаны изображения львов, быков, змей и стервятников, символы, которые, возможно, отражали космологию или духовные верования. Археолог Клаус Шмидт, руководивший раскопками в 1990-х годах, считал Гёбекли-Тепе местом духовных собраний для кочевых охотников-собирателей. Это открытие перевернуло устоявшиеся теории. Ученые долго полагали, что сначала люди освоили земледелие, осели, а затем начали строить храмы и развивать религию. Но Гёбекли-Тепе намекает, что, возможно, именно потребность в ритуалах и священных местах побудила людей осесть и заняться земледелием. Подумайте, в эпоху, когда человечество только выходило из последнего ледникового периода, люди, вооруженные лишь каменными орудиями, объединялись, чтобы возводить монументальные структуры. Это не просто инженерия, это свидетельство социальной организации, воображения и, возможно, веры в нечто большее, чем выживание. Но кто были эти люди? Как они координировали такие проекты без письменности или вождей? И почему спустя столетия они намеренно засыпали Гёбекли-Тепе землей, словно скрывая его? Эти вопросы волнуют ученых, и каждая новая находка добавляет больше загадок. Например, недавние исследования показали, что некоторые колонны могли быть ориентированы на звезды, что намекает на ранние астрономические знания. Это заставляет задуматься, неужели эти охотники-собиратели были куда сложнее, чем мы думали? Теперь перенесемся в долину реки Иордан, к Иерихону, месту, которое называют древнейшим городом мира. Раскопки в Телес-Султане показали, что около 8000 году до нашей эры здесь уже стояли каменные стены высотой 4 метра и круглая башня высотой 8,5 метров. Это поразительно для своего времени. Первые оседлые общины, только начавшие разводить скот и выращивать ячмень, уже строили сложные укрепления. Для чего? Защищались ли они от врагов? Спасались от наводнений или возводили стены для ритуалов? Ученые спорят, но ясно одно – Иерихон был настоящим городом с населением до 3000 человек. Жители жили в глинобитных домах, их жизнь была организована, а труд – коллективным. Интересно, что в Иерихоне найдены черепа, покрытые гипсом и украшенные раковинами вместо глаз. Это, вероятно, часть культа предков, что говорит о сложной духовной жизни. Иерихон доказывает – семена городской жизни – постоянные поселения, строительство, планирование были посеяны задолго до Египта. Двигаемся дальше, в центральную Турцию, к Чатал-Хююк, неолитическому мегаполису, основанному около 7500 году до нашей эры. Это поселение, просуществовавшее почти 2000 лет, было домом для 5000–10 000 человек. Дома из глиняного кирпича строились вплотную, без улиц. Жители передвигались по крышам и спускались в дома по лестницам. Внутри – расписанные стены с изображениями охоты или ритуалов, бычьи рога, встроенные в стены, и даже захоронения под спальными платформами. Удивительно, но в Чатал-Хююк не было дворцов или храмов. Каждое здание было жилым, но наполнено символикой. Это оспаривает представление, что городам нужны короли или элиты. Здесь без иерархии и металла люди создали сложное общество, основанное на сотрудничестве.
Археологи нашли следы торговли, обсидиан из далеких регионов, раковины с побережья. Это намекает на широкие связи и культурный обмен. Чатал-Хююк – это пример того, как человечество экспериментировало с городской жизнью, балансируя между традициями и инновациями. Теперь отправимся на север, к Оркнейским островам в Шотландии, где шторм 1850 года обнажил Скара-Брей, деревню каменного века, заселенную с 3180 по 2500 год до нашей эры. Это старше пирамид, и это место – настоящий снимок неолитической жизни. 8 каменных домов, соединенных проходами с каменными кроватями, очагами и шкафами. Дома частично врыты в землю для утепления, с дренажными системами, инженерный подвиг для того времени. Жители пасли овец, выращивали ячмень, собирали моллюсков. Интересно, что в Скара-Брей найдены резные каменные шары, назначение которых неизвестно. Ритуальные объекты? Игрушки? Это место, прозванное шотландскими Помпеями, сохранилось благодаря песку, который погреб его на тысячелетия. Стоя в этих домах, можно представить, как семьи собирались у очага, рассказывая истории под шум моря. Скара-Брей напоминает, даже на краю Европы люди строили сложные сообщества, пока Египет еще не вступил в эпоху пирамид. Но история древних городов не ограничивается Ближним Востоком и Европой. Давайте заглянем в Амазонию, где ученые недавно обнаружили следы сложных поселений, датируемых примерно 2500 годом до нашей эры. В Боливии, в регионе Льянос-де-Мохос, найдены искусственные платформы, каналы и дороги, связывавшие деревни. Это открытие переписывает историю. Долгое время считалось, что в Амазонии жили только небольшие племена. Но эти находки говорят о крупных сообществах с развитым земледелием и социальной организацией. Используя лидар, технологию лазерного сканирования, археологи увидели под джунглями следы террас, пирамид и даже водохранилищ. Это намекает, что цивилизации в новом свете развивались параллельно со старым, бросая вызов европоцентричным взглядам на историю. Размышляя об этих местах – Гёбекли-Тепе, Иерихоне, Чатал-Хююк, Скара-Брей, Амазонии – начинаешь видеть не отдельные чудеса, а часть великого эксперимента человечества. Эти сообщества, разбросанные по континентам, показывают, как люди учились жить вместе, строить, верить. Они не были примитивными. Их достижения в архитектуре, социальной организации, искусстве говорят о глубоком творческом потенциале. Но что объединяет эти места? Возможно, стремление к смыслу. Гёбекли-Тепе – это поиск духовного. Иерихон – безопасность и стабильность. Чатал-Хююк – равенство и обмен. Скара-Брей – уют и выживание. Амазония – гармония с природой. Эти города – не просто руины, а зеркало, в котором мы видим себя. Эти открытия заставляют нас пересмотреть историю. Цивилизация не началась с пирамид или письменности. Она зарождалась в священных холмах, в деревнях на крышах, в каменных домах у моря. Это был медленный, но упорный процесс, где люди учились быть больше, чем просто выжившими. Они смотрели на звезды, чтили предков, рассказывали истории. Их наследие не только в камне, но и в нас. В нашем желании собираться, строить, мечтать. В следующий раз, восхищаясь пирамидами, вспомните Гёбекли-Тепе, где колонны стоят на рассвете, башню Иерихона, охраняющую пустыню, или очаги Скара-Брей, согревающие холодные ночи. Мы — лишь новая глава в истории, начатой бесчисленными руками. И если прислушаться, можно услышать шепот наших истоков, зовущий через время. А что, если под песками или джунглями скрываются еще более древние города? Может, следующее открытие перепишет все, что мы знаем? Как думаете, где еще могут скрываться тайны прошлого? Делитесь в комментариях и давайте продолжим это путешествие вместе.